Я хотела прочитать сообщение одной женщины и хотела ответить на ее вопрос. Какая буква? Это? М, да? Да. М. Дом. Правильно. Дым. Дым. Машина. Сейчас. А. У. Правильно. У. А. Ау. Голова болит, давай ложись. Давай. Спокойной ночи. Значит, вопрос был такой. Добрый день, не знаю, с чего даже начать. Познакомилась я 2 года назад с одним египтянином. Он сразу мне сказал: я женатый, у меня есть сын. Но я не люблю свою жену, она моя соседка. Меня мои родители на ней женили. Значит, сразу объясню по поводу, кого на ком женили. Никто никого здесь не женит, не заставляет. Все выходят и женятся, все женятся по согласию. И потому что женитьба, как я уже говорила, это непростой процесс и достаточно затратный. И поэтому подбирают невесту и жениха согласно уровню семей. Через 7 месяцев я поехала к нему в гости. Мы встретились в Шарме, отдыхали 11 дней. Я думала, что он мой рай, он мой Бог. Я ездила каждые 3 месяца к нему, он обещал развестись. Вы поехали к нему и были с ним 11 дней. Насколько я понимаю, что все отношения были без каких-либо, без заключения какого-либо брачного договора или вообще просто встретились. Пробыли с ним 11 дней и ездили к нему каждые 3 месяца. Понимаете, то есть каким образом вы ездили? Вы просто ездили, вы с ним встречались, и для него эти встречи, они как бы ничего не значат. Грубо говоря, просто обычный секс. Он женился на своей жене, соответственно, по правилам, как это принято в Египте. Встречаются 2 семьи, договариваются, они приобретают квартиру, вещи и всевозможные сопутствующие детали, которые нужны будут для совместной жизни. А вы приехали, после того, как пообщались с ним в интернете, приехали, провели с ним время. У них, прежде чем они вступают в близость, есть множество различных вещей, которые нужно сделать, прежде чем ему будет вообще открыт доступ к телу. И это считается неприличным, если просто встречаться, иметь отношения, тем более с кем-то. И, как правило, они это не афишируют. Вы, наверное, сами платили за билет и за свой отдых. И то, что он обещал развестись, это только обещание. Потому что как брак, так и развод – это достаточно небыстрый процесс, и на моем опыте вы можете в этом убедиться. И дело в том, что когда это происходит с египетской стороной развод, там, соответственно, он оставляет и квартиру, оставляет и обеспечение, и для него это очень затратно, и, как правило, они предпочитают не разводиться. Ездила очень много раз, я была знакома с его мамой, братьями, сестрами. Мы могли общаться по видео с ними, он меня учил арабскому, и это еще ни о чем не говорит. Это все разговоры. Я могла немного с ними поговорить, я закрывала глаза на его жену. А зачем, как понять, я закрывала глаза на его жену? Вы понимаете, что она ему официальная жена. Вы в этом случае для него никто. Вы просто женщина, которая имеет с ним отношения. И все. Вы для него никто. Вы можете общаться с братом, со сватом, с мамой, с папой. Но они вас уважать не будут именно из-за того, что вы с ним
Вы никто ему, вы для него посторонняя женщина. Ваши семьи не встречались, ни его, ни ваша. У вас не было никакой договоренности. И самое главное, что он совершает прелюбодеяние, он с вами в отношениях без брака. Он всегда был дома один, жена большее время проводила у своей семьи. В прекрасный момент я снова приехала к нему. Я никогда его телефон не проверяла, он уснул, я взяла телефон, увидела переписку с женщиной. Он ей писал: «Безумно люблю тебя». Все так же, как и мне. Ну а что вы удивляетесь? У него, может быть, есть десяток, 20 таких женщин в интернете, которых он любит и с которыми готов, грубо говоря. Женщины сами приезжают и сами отдаются. Тут, чтобы женщина отдалась, нужно купить и квартиру, и все. А тут ему, грубо говоря, все просто так. Еще сама и приехала. Она тоже была, это, видимо, женщина с Украины. Он общался с ней тоже 2 года, как и со мной. Когда я приехала на Украину, я ей позвонила, она была в шоке. Она планировала приехать к нему. Я все узнала, она мне все скрины сбросила. Просто мне интересно, что у этих мужчин в голове. Как и у всех мужчин, в голове женщины. Что можно тут сказать? Тут строятся отношения достаточно, жестко, даже жестче, чем у нас намного. Предположим, вы в России или в Украине встречаетесь с мужчиной, приезжаете к нему, там, имеете с ним близкие отношения. Это же еще ни о чем не говорит. И здесь то же самое. Не думайте, что если вы приедете и будете с ним совместно сожительствовать, после этого он женится на вас. Здесь это неуважение, это проявление неуважения к женщине, если он с ней имеет отношение до брака. Как правило, эти отношения стараются скрывать от общественности. Я не имею в виду семью, там мама, папа, братья. Как правило, они все в курсе. Они только прикрываются своей верой. Я ему рассказала, что я все знаю, что ты общаешься не только со мной. Он мне клялся, целовал Коран, что это игра с ней. Я люблю только тебя. И дальше идет вопрос, у них нет сердца или как? Ну, во-первых, если он прикрывался только верой, то вера тут вообще ни при чем, потому что изначально, встречаясь с вами, он совершает прелюбодеяние, это большой грех в исламе считается. И клялся, целовал Коран, это все, соответственно, игра на вас, для вас, потому что он не имеет права с вами не то что спать, он не имеет с вами просто даже общаться, потому что вы для него посторонняя женщина. По поводу того, что есть у них сердце или нет, тут дело не в сердце. У них сердца, конечно, нету. У них есть понятие уважения. Уважение к той женщине, с которой он вступает в брак, он, соответственно, готовится к этой свадьбе, семьи готовятся, ее семья, его семья. И покупается квартира, либо у них уже есть квартира, обставляется мебелью, заключается брак, прописываются все детали, он дарит золото, деньги, там, как договариваются семьи. И только это вызывает уважение. Все остальное она не вызывает ни малейшего уважения. И такую женщину ее никогда не будут каким-либо образом афишировать перед большим количеством народа. То есть, как обычно, собираются 2 семьи. Когда проходит процесс бракосочетания, приглашаются семьи, очень много народу, это большое событие. Когда машины едут, гудят, то есть об этом стараются известить как можно больше народу. И так положено по исламу. Все, что вот такое вот левое, у этих отношений нет будущего, и тут дело не в сердце, и это просто обычный, мало того, что это очень плохо с его стороны, а вы-то, возможно, и не знаете об этом, о каких-то вот таких вот деталях, а с его стороны это очень непорядочно и некрасиво, и лучше таких отношений сторониться. Вот такой мой ответ на ваш вопрос. Я надеюсь, что в следующий раз вы постараетесь либо сторониться таких отношений, либо, если уж есть такие отношения, то ничего от этих отношений не требовать взамен. Вы сами об этом прекрасно понимаете.
На сегодня у меня все. Всем пока. Easy come, easy go.